предыдущих 2 сериях я рассказывал, как мы группой самарских квадроциклистов отправились в тур по Кавказу. Мы проехались по Осетии, посетив ее главные арт-объекты и достопримечательности. Эстафету потрясающей природы подхватила Кабардино-Балкария. Именно по ее территории пролегла часть нашего маршрута. Местечко, в котором мы остановились аж на целых 2 ночи, называлось «Философия гор». Это небольшой частный отель, расположенный в ущелье близ города Тернаус. Особенностью данного отеля является собственное озеро, в котором выращивают горную форель. Каждый желающий ее может здесь поймать, и тут же ее вам приготовят по вашему желанию. 4-й день нашего квадроциклетного путешествия. И этот день у нас день релакса. Мы никуда не поедем, не будет пыли, дождь. Дождь, скорее всего, будет, но это не факт, потому что погода в горах очень изменчива. И сегодня мы отдыхаем, но отдыхаем тоже активно. Нас ждет восхождение на гору Эльбрус. Как я уже сказал ранее, сегодня мы не бежим на квадрике, сломя голову прямо с утра. За нами приехал комфортабельный автобус, и мы всей честной компанией отправились к станции подъемника, до которой добираться около получаса. Направляясь со стоянки до подъемника и одновременно прогуливаясь по горнолыжному поселку, я обратил внимание на то, что, несмотря на майские праздники, лыжный сезон еще продолжался, и мы встречали большое количество людей с лыжами и сноубордами на подъемнике. Итак, мы у подножия Эльбруса купили прогулочные скипасы, кстати, крайне недешевые. На одного человека спуск и подъем стоит 200. И сейчас нам предстоит с помощью вот этого вот технического гаджета подняться на высоту 3800. Оттуда мы уже на ратраке поднимемся на высоту 4600. В теории хотели подняться на высоту 5100, но по техническим и погодным причинам это сделать невозможно, не пускают. Итак, гостевые скипасы куплены, отправляемся наверх. Если у подножия идет дождь, то это верный знак, что наверху идет снег. А это значит, что скорее всего видимость на 4800 близкая к нулю. И увидеть Эльбрус, вероятнее всего, не представится возможным. Но то, с какой скоростью может меняться погода здесь, мне известно. И если сейчас пасмурно, то это ни о чем не говорит, так как через 30 минут тучи могут запросто разойтись и появится солнышко. Но это то, во что нам хотелось верить.
Миновав 2 промежуточные станции пересадки, мы таки забираемся на 3800, точнее на 3817. Попытались оценить возможность подняться на 4800 на ратраке, но ратрачник нам сказал, что здесь абсолютно такая видимость, идет снег, ничего не видит, и поэтому переплачивать за это, кстати, недешевое удовольствие мы отказались. Поэтому выпьем здесь горного чая, немножко хапнем горняшки, подышим этим прекрасным чистым воздухом, передадим поклон Эльбрусу и отправимся вниз. Смысл тратить на подъем время, наверное, нет. Да еще и учитывая, что стоимость одной персоны на ратраке составляет 6000 рублей. Тут же многочисленных гостей Эльбруса поджидают предприимчивые местные жители на снегоходах, которые за 5000 рублей с человека возят вас на эту же самую высоту. Поговорив с ребятами, мы поняли, что для того, чтобы увидеть Эльбрус, мы приехали не в лучшее время. Так, друзья, ну лучше всех знает, как увидеть Эльбрус с высоты. Конечно же, это люди, которые возят туристов наверх на снегоходах. Как вас зовут? Меня Султан. Султан, очень приятно, Сергей. Султан, ну скажите, пожалуйста, вот как вот, ну, с большей долей вероятности все же попасть в хорошую погоду и увидеть этого красавца Эльбруса? Ну, хорошие погоды начинаются, ну, после лета, да, на самом деле, когда вот испарение пропадает. А так летом в основном как бывает, там утром хорошая погода, к обеду закрывается, вечером снег. Вот так, ну, почти каждый день так. После беседы мы решили перестраховаться и отправили одного из нас на разведку, чтобы потом не было мучительно больно за то, что были, могли увидеть, а не увидели. Друзья, этот бар не совсем обычный. Помимо того, что здесь можно попить вкусного чая, кофе, глинтвейна, тут также очень много купюр, оставленных туристами со своими пожеланиями. В общем, я тоже решил записать, попросил маркер, но был послан, потому что честь оставить здесь свою купюру имеют только те, кто совершил восхождение на Эльбрус. Поэтому сворачиваем ее в трубочку и засовываем, сами знаете куда, в карман. А пока Алексей катался, мы попили вкусного горного чая с местными медовиками. И делали так далеко не мы одни. Тут вам и горнолыжники, которые приходили сюда на отдых, и такие же одноразовые туристы, как мы. Гонцом был Алексей. Он на снегоходе поднялся на высоту 4600. Леха, что ты там увидел? Видимость, ребят, там была 800 метров. Но в моменте все накрыло. И все то же самое и здесь. То есть мы сэкономили тем самым. Мы сэкономили. 13 человек умножить на 6 тысяч. Это же колоссальные деньги, да, Лех? Не говори. 100 тысяч сэкономили. Ну что ж, видимо, не в этот раз суждено нам увидеть макушку Эльбруса в непосредственной близости и виды, которые открываются на Кавказский хребет. Делаем памятное фото и отправляемся вниз. В поселочке мы все разбрелись по торговым точкам и спустили немного денег на сувениры. Мед, чай, носочки, платочки, в общем, все самое необходимое, как вы поняли. По сути, это все, что я хотел рассказать о сегодняшнем дне, потому что все остальное было чистой бытовухой. Все стирались, мыли квадрики, отдыхали, решали какие-то накопившиеся вопросы по дому и работе. Следующее утро у нас начинается с разминки. Играем в догонялки с местным псом, который требовал к себе внимания. Отдай. Пошли. Отдай. 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 Ну а далее все по классике. Пакуем вещи в транспорт, который их увезет на следующую точку, а сами подходим к квадрикам на брифинг. Так, мы вышли на финишную прямую. Едем мы сегодня через урочище Джилысу, через 2 перевала Шаукам и Джаурген.
в долину Нарзанов. Завтра мы посетим плато Бермамыт, Ходесские лабиринты и окажемся в Кисловодске. Слушай, расскажи, как ты запоминаешь вот эти вот названия? Меня жена тоже постоянно спрашивает, как, говорит, ты все это разучил. Не знаю, как-то вот на такие локации у меня память какая-то, что-то откладывается. Я знаю, что в Джилысу там есть какие-то водные истории. Там это супер лечебно-целебное место. Многие вообще не посещают никакие больницы, аптеки. Сидят там месяцами просто отмокают. Просто раз в год приезжают на недельку поотмокать в этих, на самом деле, целебных источниках. Там очень много нарзанов, очень полезное и духовно, и, наверное, короче, мы не просто место. Получим удовольствие от пилотирования наших скоростных болидов, но еще и подлечимся. Обязательно. Мы еще будем сегодня проезжать одну из самых красивых дорог в России. Это как раз таки вот на Джилысу. Господи, дай же нам хорошей погоды, чтобы не было облаков и не было пыли. И все время у нас будет на горизонте маячить Эльбрус. Эльбрус. Да, слушай, ну план классный. Очень живописно будет. Что тогда, погнали? Конечно, погнали. Все, давай. Выезжаем в сторону Терскола, чтобы заправиться под горлышко. После заправки проезжаем небольшой участок асфальтового пути и далее сворачиваем на грунт и двигаемся в сторону озера. Ежгит или Былымское озеро представляет собой внушительных размеров водоем потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставят равнодушным даже самых капризных путешественников. Но не спешите бежать купаться в нем. Его происхождение едва ли можно назвать таким же прекрасным. Раньше этот водоем был клоакой и отстойником комбината, производящего вольфрам и молибден. Устье реки Гижгит было перекрыто каменной плотиной, в результате чего образовался водоем, в который годами сливали токсичные и ядовитые отходы тернаузского производства. Хоть этот завод уже давно закрыт, многие считают, что находиться на территории озера Гижгит до сих пор не только вредно, но и опасно. Говорят, токсичная пыль до сих пор оседает на берегах и близлежащих полянах. Как утверждают некоторые, на дне озера зарыта чуть ли не вся таблица Менделеева. От этого Гижгит и имеет такой бирюзово-кислотный оттенок. После коллективного фотографирования берем курс в горы. Забираемся все выше и выше, перемещаясь по территории пастбища. Дорога несложная, но порой попадаются сюрпризы. И вот один из таких. Решив немного погорцевать, Паша заехал на коварный участок, на котором часть колеи просто-напросто осыпалась, и квадроцикл перевернулся. Мы все быстро его перевернули назад, но выявили неприятную поломку. Погнулся рычаг, и что-то с ним нужно было делать. Этого инцидента могло и не произойти, если бы мы двигались всегда только по намеченному маршруту и не отклонялись вправо-влево. Потому что горы — это всегда непредсказуемо, это опасно, есть какие-то арыки, канавы, промоины. В общем, если идем организованной колонной, то лучше не отклоняться от маршрута. Прямо в поле мы разобрали этот узел и с помощью подручных средств начали его чинить. Хорошо, что с нами были люди, которые знали матчасть и имели с собой все необходимые инструменты.
Через некоторое время рычаг был поправлен и установлен на место. Кстати, случайно возникший шотс, выложенный на YouTube, набрал аж 12 миллионов просмотров. Что так заинтересовало в нем зрителей, нам до сих пор непонятно. Но, в общем, техника Otis еще раз доказала, что она надежна и ремонтно пригодна. До кучи еще и выявили в колесе шурок, заодно и это починили тоже. Далее мы поднимаемся все выше и выше к самим облакам, и через какое-то время едем прямо в них. Видимость и, естественно, здесь никакая. Местами начинается снег. Участок дороги через перевал представляет следующую опасность. Сама дорога имеет наклон и сразу начинается обрыв. Так что если квадрик перевернется, то полетит уже до низа. То взбираясь вверх в облака, то спускаясь вниз к речушкам, то по грязюке, то по асфальту, мы движемся к одному очень красивому месту. И имя его – водопад Каракая-Су. Но сначала, по уже, так сказать, традиции, долгожданный пикник в красивом месте. О, сегодня был вообще королевский обед. Овощи, гриль, шашлык из барашка, курочка. Ну просто объедение. А дальше практически по асфальту доезжаем до водопада. Оставляем квадрики на полянке и пешей тропкой идем на шум воды. По низу ущелья бежала горная речка, а на противоположной стороне находилась огромная отвесная скала, которая лично для меня представляла интерес как спот для полетушек. И я был уже в предвкушении. Пройдя немного вперед из-за горы, открылся потрясающий вид на мощный и полноводный водопад. Картина поражала своим великолепием, и дальше с жаждой полетать над водопадом я совладать уже не смог. Только с высоты птичьего полета становится понятна структура этого водопада. И оказывается, водопад состоит из нескольких частей. Полетав, мы отправились к самому водопаду, чтобы в непосредственной близости прочувствовать его мощь. Водопад Каракая-Су в урочище Джилысу. Попробуйте рассказать эту скороговорку. Каракая-Су. Из этого можно сделать хорошую скороговорку. Водопад Каракая-Су в урочище Джилысу.
Нам повезло, и кроме нас тут никого не было. Я понял, еще чем хороши квадрики. Дело в том, что на них можно заехать туда, куда не подъезжают обычные машины. И здесь мы одни. Никого. Дальше небольшой грязевой участок и вновь выезжаем на дорогу. И притом на одну из самых красивых дорог в стране, по урочищу Джилысу. Но топливо уже почти на исходе и требуется заправка. В некоторых местах заправка выглядит так. Предприимчивые местные жители по твоему предварительному заказу привозят определенное количество топлива в емкостях. Именно так сейчас и заправляемся. Потеряв время сначала с починкой рычага, потом с полетушками на водопаде, и на этой хаотично возникшей заправке мы немного отошли от запланированного тайминга и по самой красивой дороге Кавказа уже ехали по темноте, да еще вдобавок и тумане. Ехать было страшно, так как не знаешь маршрута, и периодически прямо из тумана возникали кони и коровы. Это было испытание на выносливость и морозостойкость. В горах температура опустилась почти до нуля. Шлем замерзал и покрывался инеем, и ехать приходилось с открытыми глазами. Кое-как мы добрались до гостиницы и выдохнули. Туман, камнепад, лошади в метре от тебя, ни черта не видно, серпантины. Попробую остаться в живых здесь, но, слава богу, мы добрались. 50 километров пробега по асфальту с поворотами, с туманом. Ну, вы, собственно, все сами видели. Но, если вам кажется, что мы на всю голову отморожены, нет, ребят, есть еще один товарищ, который нас удивил еще больше. Пойдемте к нему. Его зовут Николай, он путешествует на велосипеде. Смотрите, велосипед навьючен гермомешками, в котором есть палатки, спальники. Собственно, Николай сейчас монтирует здесь свое жилище. Вот, он настоящий экстремал. Коль, ну расскажи что-нибудь о себе. Я вообще еду в составе московской группы, сам из Питера, мои там приятели. После 2000, вот мы из Кимчалки, что называется, пилим в долину Нарзанов, они на 2000-х завернули направо в сторону обсерватории, потому что надеялись там найти какую-нибудь, я не знаю, там, воду или там просто каких-то ребят, которые могут помочь. Они слаженная группа, они тренировались, они к этому походу готовились, а я просто, знаешь, такой автономный достаточно. Ну, а что тут вот все чуть-чуть взял, небольшой скраб с собой и в общем, поехал. Если у них там есть какой-то общак, то есть там общая снаряга, они там все это тащат, там они все готовились, там распределенно, то у меня вот все вот то, что у меня вот есть, но все на моем велосипеде. Николай решил испытать себя по полной и не стал оставаться в теплой и уютной гостинице, а поставил палатку и спал там, а температура ночью была минусовая. Крепкий мужик, ничего не скажешь. Ну а мы пошли исполнять теперь свои желания. Помните фильм с легким паром, когда Ипполит мылся в одежде? Так вот, у нас такая же история, но на самом деле вот эта технологичная одежда, она вот таким образом моется лучше всего. Включаем водичку, вот, тепленькая пошла. И вот так вот штанишки. Не потрешь спинку, а, Андрюш? Вуаля! Утро следующего дня началось, как обычно, рано утром, потому что предстояло сегодня посетить достаточно много интересных видовых мест. Облака, плотным одеялом сидевшие на верхушках гор, и реденький снежок как бы намекал на то, что те пейзажи, ради которых мы отчасти сюда и приехали, останутся в этот раз для нас неувиденными. Но мы люди позитивные, и нас этим не напугать. Антох, ну что ж, расскажи, что нас ждет сегодня вот при таких погодных условиях, какие планы, что, куда, зачем, почему? Сегодня будут потрясающие молочные пейзажи. Едем мы на Ходейские лабиринты и плато Бермамыт.
И, в принципе, завершаем нашу поездку в Кисловодске, в Лермонтовской скале. Выпьем по стаканчику нарзана. Да, надеюсь, что хоть нарзан будет открытый. Ну что, погнали тогда? Да, погнали. Давай. Пока мы упаковывали вещи и собирались, наш новый знакомый велосипедист Николай уже собрал свое жилище и отправился дальше по своему маршруту. Собственно, вслед за ним тронулись и мы. Первый отрезок пути – асфальт. Точнее, та самая красивейшая дорога по урочищу Джилысу, притом в обратном направлении. Далее съезжаем с асфальта и двигаемся по грунту. Вновь встречаем нашего знакомого Николая, который вовсю крутит педали. Желаем ему хорошего пути и убегаем вперед. Конечно, хотелось бы чуть больше видимости, да и солнышко тоже хотелось. Но, как говорится, лучше так, чем в пыли. Снег наваливал все больше и больше, и было видно, как ландшафт приобретал белый оттенок. Мы постоянно шли вдоль реки, то пересекая ее, то двигаясь параллельно с ней или по ней. Пейзажи были очень красивыми. Подъехать к спецучастку, затяжной долгий подъем с камнями, с наклонами. Так что дальше движение едем на полном приводе на элечке. У нас был даже с одной группы тут переворот, так что внимательнее, аккуратнее. Сложен этот участок было тем, что дорога проходила по наклонной поверхности, а дождевые воды в некоторых местах наделали неудобные промоины, которые делали дорогу еще более наклонной в сторону обрыва. Но Антон перед преодолением данного участка провел нам инструктаж, как правильно проходить данные препятствия. И в принципе все стало понятно, и мы все справились. Добравшись до верха и немного выдохнув, мы смогли насладиться вновь дыханием уходящей снежной королевы. Вот такие могут быть на Кавказе майские праздники. Температура близкая к нулю, одеты как зимой на снегоходах. Продолжаем свой путь и двигаемся по молоку, не понимая, где мы, куда мы и что находится вокруг. Спасает навигатор, который точно знает, куда нам нужно ехать. Были еще непростые участки на нашем сегодняшнем маршруте, и с ними мы справились отлично. Дальше были и грязевые участки, и броды речек, которые нам очень полюбились. В общем, в плане пилотирования квадроцикла сегодня был очень интересный маршрут. Таким образом, мы добрались до очень интересного места, которое называют Кавказским Стоунхенджем. Чтобы лично убедиться, что это такое, спешиваемся и отправляемся на прогулку-экскурсию.
Если посмотреть с воздуха, то отчетливо видны каменные породы, которые по сути образовывали каменную вершину данного плато. Природные процессы, протекающие здесь, по всей видимости, тысячи лет назад, в виде воды, ветра и чего-то еще, словно ножом напилили каменное плато на небольшие сегменты. Камни, которые были с краю, со временем падали с возвышенности, образовывая у подножия каменные обвалы. Мы все нашли вход в эти лабиринты и с удовольствием побродили там. Это не было опасным, так как выходов по сути было множество, и большинство из них выводило нас как раз к обрыву. Но все же поиграть в ориентирование и поискать нужный выход времени нам хватило. Тут прям не мудрено и заблудиться. И все это испытания прошли с удовольствием. Кто-то делал фоточки, кто-то имитировал компьютерную игру от первого лица. Все 100% получили удовольствие. Однозначно рекомендую к посещению. Думаю, что на машинах повышенной проходимости сюда можно будет добраться тоже. И уже уходя, мы еще раз убедились в изменчивости погоды на Кавказе. За 15 минут к нам подъехало большущее облако и вновь окутало нас молоком, в котором мы были вынуждены продолжить свой путь. Путь к долгожданному обеду. По сути, это была уже известная нам дорога, по которой мы ехали сюда, но в обратном направлении она была совершенно другой. По уже знакомой нам речке мы докатили до аула, который был и разрушенный, и жилой одновременно. Тут нас уже поджидали наши гастродрузья, организовавшие наше питание на маршруте. Предварительно отмывшись от грязи, бежим на обед. Обед, как всегда, был долгожданным и очень вкусным. Жалко одно, что он был заключительным. Финальной точкой нашего квадропутешествия будет плато Бермамыт. Туда-то мы отправляемся после того, как вновь плотно пообедали на нашем обустроенном пикничке. Плато, на которое мы отправляемся, также очень славилось своими потрясающими видами на вокруг лежащую округу. Но, как понимаете, сегодня с видами как-то не очень. Молоко, зеленка, снег, дождь и грязь – это все наши опции на маршруте. Да, ну и когда мы забирались на плато, была еще и не самая простая дорога, которая проходила по краю обрыва. По сути, про плато мне рассказать и показать практически нечего. Вы все сами видите, и главной нашей задачей было не потеряться здесь, так как из-за плохой видимости теряешься моментально. А если ехать очень близко друг к другу, то закидывать грязью. Мы приехали на одну очень красивую точку, откуда открывается очень крутой вид. Но сами понимаете, не сегодня. А вообще это должно было выглядеть вот так. Туман, но даже сквозь него видно, как там высоко лететь. Я представляю, какая потрясающая панорама открывается здесь. Мне, если честно, это все напоминает Гранд Каньон, который находится в США. Ну, не свезло нам с погодой, но если вы будете в этих краях, обязательно доберитесь сюда, потому что здесь, я так думаю, что очень красиво. Проезжаем по молочной красоте до следующей красивой точки, которая называется «Два монаха». Здесь, судя по всему, еще более красивая фотолокация. Одна из самых крутых смотровых площадок на плато Бермамыт является амфитеатр. И здесь, конечно, сейчас из-за молока ни черта не видно. Но вообще картинка должна была быть вот такой.
Зачекинившись на 2 самых главных фотолокациях плато Бермамыт, отправляемся в Кисловодск. Путь до асфальта был таким же грязным и мокрым, поэтому, когда мы выехали на дорогу и посмотрели на себя со стороны, было ясно одно. Главные герои декорации к фильму «Грязь» были найдены. И квадрики, и мы были просто комками грязи. И отмыть это вручную не представляется возможным 100%. Поэтому первоочередная задача – это найти мойку. И, как вы понимаете, далеко не все будут рады такому сокровищу. По сути, так и было. Мы въехали в город, заехали на одну мойку, где нам отказали, на вторую, но все же мойка была найдена. И вот как это было. Конечно, за собой, насколько можно, мы убрали, и чаевых за свинство оставили тоже. Но этот процесс был неизбежен. И через 30 минут, чистые и довольные, мы закончили наш маршрут и путешествие в целом. Мы остановились в одной из гостиниц на окраине города, нам оставалось сложить вещи, подготовить квадрики к обратной дороге на автовозе и подвести итоги. Закончилось наше путешествие. Первое в нашей жизни у многих квадропутешествие. Все получили смешанные, сложные эмоции, но они получены. Кто-то воспринимает это как удовольствие, кто-то как тяготы жизни. Вот. Но, в общем, лично мне за себя могу сказать, что я как человек активный, мне очень понравилось. Мне понятно, что погоду винить не за что, она всегда разная, и Кавказ прекрасен в любую погоду. Я думаю, что я больше понял квадроцикл, я понимаю теперь, да, вот на каком уровне, допустим, вот те, кто как бы вот с легкостью, и насколько мне еще можно и нужно вырасти. И я думаю, что, конечно, я бы сейчас был бы такой, как поющий соловей или канарейка, если бы не было тумана, там, я не знаю, дождя, пыли и так далее. То есть я бы всю дорогу, наверное, просто бы пел. Но даже то, что вот, допустим, эти 20-30% пейзажей мы увидели, ну, для меня это, я не знаю, Кавказ — это что-то нечто. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся и не раз, что будем продолжать дружить. И мне ваша команда очень понравилась. Все настолько дружные, мужской коллектив прям, ребят, вы просто супер. Мне с вами было максимально комфортно и уютно. Спасибо вам большое за это. Ура! Подводя итоги, не могу не сказать об организации нашего путешествия. Эта поездка была очень четко организована Антоном и Дариной Филатовыми. Продумано было все до мелочей. И потрясающие вкусные обеды на природе, и места ночлега, и маршрут с интересными объектами и дорогами, и техническая часть на случай поломок, и дозаправки топливом, и, естественно, доставка самой техники. Поэтому, если вы хотите попасть в такое путешествие, организованное под ключ, ссылку на контакты ребят оставлю в описании под видео. Закончился наш квадротур. Хотел пару слов рассказать
о своих впечатлениях от техники Одос. Я покатался и на BRP, и на Гризли, но больших различий я не увидел. Везде, где проходили эти квадроциклы, Одос себя вел не хуже. Я ни от кого не отставал, я везде проезжал, у меня не было никаких сложных ситуаций. По подвеске очень комфортно, везде проезжает, по скорости, по динамике он абсолютно в колонне не отстает, а даже, я бы сказал, что еще и набирает обороты. Поэтому техника очень доволен. Если есть у кого-то сомнения, покупать эту технику или не покупать, то вот я был такой же абсолютно, как вы. Пришел, купил и не пожалел. Поэтому Одос достаточно серьезный, хороший, недорогой вариант для того, чтобы войти в эту тему АТВ и квадротуров. А еще я когда пришел в салон навигатору к дилеру Одос в нашем городе Самара и увидел вот такой вот агрегат, я сначала поржал, думаю, для чего он нужен. Но, ребята, это все было до этой поездки. На самом деле, это незаменимый помощник во всех квадротурах, либо на охотах, либо если вы едете куда-то на природу. Дело в том, что здесь можно посадить и оператора, и детей. Вам не летит пыль, на вас не льется дождь, есть печка, есть кондиционер, есть дворник. В общем, все круто. Есть багажник, куда можно все сложить. На самом деле, вот если бы не было вот этой машины, нам бы передвигаться было бы гораздо тяжелее. Особенно человеку, который стоит по ту сторону объектива. Она спасла всю технику от пыли, от дождя, от снега. Поэтому вот этот парень, он очень крутой. И поэтому все, у кого есть подобные какие-то пристрастия к внедорожным путешествиям, обратите на него внимание. Это очень хорошая техника. Прекрасная поездка, 6 дней кайфа, драйва, адреналина. Всем очень рекомендую. Горы Кавказа — это топ. Друзья, если кто-то хочет попробовать поистине трасс для квадроциклов, вам именно сюда. Потому что то, что я испытал, это истинное удовольствие. Плюс, если повезет с погодой, вы еще получите удовольствие настолько видами Кавказа, гор, рек, ручьев. В общем, все, что можно себе только лишь представить. Поездка закончилась, был интересный тур, испытали себя на технику, полюбовались горами Кавказа, познакомились с новыми единомышленниками, приобрели новых друзей, мы довольны. Как и все в жизни, этот тур закончился. И сейчас довольные, насмотревшиеся, слегка грязные и уставшие, мы отправляемся домой. Помните, самое главное — это путешествовать, потому что никогда на экране вы не сможете испытать тех эмоций, которые испытали мы. Открывайте свою страну, открывайте весь мир. Помните, что мир без границ. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, ну и подписывайтесь на канал, потому что впереди вас ждет еще очень много интересного. Пока!